Всем привет! С вами Банана Мастер, и сегодня мы делаем нашу третью контрольную работу. Начнем с первой задачи, и в этой задаче нам нужно сказать, что будет в ответе, а именно, какой тип данных и значение. Ну что ж, приступим. У нас слева строка, справа строка, и получается произойдет склеивание строк. Склеивание строк – это левая крепится к правому, и я получаю вот такой ответ типом данных string. Переходим к задаче ниже. Здесь у нас 10 строкой, деленное на 2 строкой. Мы используем деление. А у деления есть одна особенность. В программировании этот оператор выполняет сразу два действия. Первое – переобразовывает левое и правое выражение в число. Ну то есть я после этого получу 10 цифрой, деленное на 2 цифрой. А после будет считать это математически. По итогу я получу 5 number. Опускаемся ниже. И уже в этом примере мы начинаем с того, что выполняем вот это первое действие. Пустая строка плюс 1. Слева строка, значит будет склеивание строк. По итогу я получу 1 строкой. Далее от этой строки мне нужно отнять 2 строкой. И тут уже я использую минус. Минус, так же как и деление, выполняет два действия. Первое переобразовывает левое и правое выражение в число, и я получу 1 минус 2. После посчитает это математически, и в ответе я получу минус 1 number. Переходим к задаче 4. Для этой задачи мне потребуется select и кнопка. Их я уже создал в HTML, вот они. И также подключил в JavaScript. Решение буду писать в теле функции. По задаче мне нужно сделать так, что когда я что-либо выбираю в Select, после выбора меняется ширина кнопки. В данном случае кнопка должна была стать уже в ширину 200 пикселей. Если поменяю обратно на 100, то 100 пикселей. Я начну с того, что в нашей функции получу в переменную v4 то значение, которое пользователь выбрал в Select. Пропишу s4.value. Выше, кстати, видите, я подключаю select, переменную тоже назову s4, так это будет более понятно. Далее изменяю ширину кнопки. То есть я беру кнопку, которую хочу поменять, вызываю у нее style, а потом конкретный стиль, ширина, и в него присваиваю v4. Все, что мне осталось сделать, добавить событие onChange на наш select. Ну, чтобы при изменении чего-либо в select отрабатывала наша функция fun4. Для этого я напишу onChange и равно fun4. Давайте протестируем, как это работает. 200, 200, 100, 100. Все работает отлично. Переходим к пятой задаче. В этой задаче мне нужно в первое поле ввода ввести там какую-то цифру, во второе поле ввода ввести какую-то цифру и при клике вывести их сумму. Ну, то есть в данном случае я должен был увидеть 700. Для этой задачи я также все подключил. И в теле функции я создам переменную v5.1, чтобы в нее получить то число, которое пользователь будет вводить в первое поле ввода. Также ниже сделаю вторую переменную v2 и получу уже данные из второго поля ввода. Все это мне нужно вывести на экран. Ну, значит, я беру дивчик, куда я буду выводить, и напишу в него первое значение плюс второе.
когда я это написал, я допустил одну ошибку. Чтобы мы увидели, какая ошибка, я сейчас напишу сюда 100, сюда 200, нажму на кнопку и увижу 100-200. Ну, по факту 100 200. Но нам по задаче нужно было их просуммировать, не склеить. И если происходит склеивание строк, то это означает, что кто-то из них строка, ну или оба. И в этот момент я вспоминаю, что когда я подключаю какие-либо данные из HTML, они всегда в строке. И это значит, что в этой переменной и в этой переменной находится строка. Чтобы преобразовать это в число, я вот сюда и вот сюда подобавляю плюсики. Ну, то есть преобразовываю тип данных таким образом. И уже после этой коррекции, когда я протестирую, 300-500 напишу, я увижу 800. Ну, то есть оно посчиталось, и значит мы сделали задачу верно. Переходим к шестой задаче. В ней мне нужно сделать так, что когда я выбираю какой-либо цвет в этом инпуте, в этот же момент менялся фон этой кнопки. Решение этой задачи буду писать в теле функции. Первым делом я получу выбранный цвет в переменную v6. Для этого сделаю саму переменную и в нее присвою inp6.value. Далее изменять цвет кнопки. Хорошо, значит беру нашу кнопку, которую хочу менять, вызываю у нее style, а далее фон, ну то есть background, и в него присваиваю v6, выбранный наш цвет. Как только я прописал эту строчку, мне осталось сделать еще одно маленькое действие. Добавить поведение инпуту, а именно добавить ему событие onChange. Но чтобы наша функция, логика, вызывалась каждый раз, когда я что-либо буду менять в нашем инпуте. Давайте узнаем, как это работает. Я выбираю цвет, поменялся. Другой цвет, поменялся. Задача сделана верно. Переходим к нашей крайней задаче. В ней мне нужно сделать так, что когда я в поле ввода буду вводить какую-либо циферку и нажимать на кнопку, ширина этой же кнопки должна меняться на то значение, которое я указал в самом поле ввода. И, как и всегда, я начинаю с того, что в нашей функции создаю переменную v7, в которую получу ту самую цифру, которую пользователь будет вводить. После этого буду менять ширину кнопки. Значит, беру кнопку, Style и ширина. В эту ширину присваиваю ту цифру, которую написал пользователь, плюс px. Вот этот момент самый важный. Если я не поставлю плюс px, я буду присваивать обычную цифру в ширину, ну то есть 200, 400, 500. И JavaScript не будет понимать, что 400, чего 400, пикселей, процентов, EM и так далее. Поэтому я специально указываю px, чтобы он понимал, ага, написал, если я 200, то это 200 пикселей. Или если написал 100, это 100 пикселей. Хочу вас всех поздравить, мы прошли нашу контрольную. И после нее можем переходить к более сложным темам. В них у нас, кстати, будет теперь намного больше логики. Мы будем пытаться писать более сложные программы, схемы, ну и функции, разумеется. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.